Было дело, я показывал рецепт уток по-пекински. Рецепт очень хлопотный. Ох, и ругани же я собрал в комментариях. Мол, готовить долго, готовить очень сложно, нам, простым людям, такое не подходит. Хорошо. Сегодня я приготовлю уток, да еще с картошечкой. Очень просто, но при этом не хуже, чем утки по-пекински. Однако я у вас спросить хочу. Ступка у вас есть? Хорошая, надежная ступка. Может быть, не такая большая, как у меня, но без ступки не обойтись. Потому что сначала нужно смолоть как минимум 5 довольно жестких специй в порошок. Это анис, это черный перец, это бадьян, либо, как его еще называют, звездчатый анис. Ну, буквально 3 звездочки, ладно, 3,5, будет достаточно вполне. Еще немного гвоздики. Вот это слишком много. Буквально 5-6 бутончиков. А еще полпалочки корицы. Ну да, я знаю, что такое корица, что такое кассия, почему кассия вредна. Вот это именно корица, но если бы у меня была кассия, я положил бы кассию. Потому что для получения ощутимого, заметного с медицинской точки зрения вреда от кассии, ее нужно съесть несколько килограмм. Этого не получится за всю жизнь, как бы вы ни любили кондитерские изделия с корицей. Пахнет очень приятно, но если добавить соли, то дело пойдет гораздо быстрее. 2 утки, поэтому 2 ложки соли, не меньше. То, что у меня получилось в ступке, если не считать соль, называется приправа усяньмань. Она продается в интернете, она продается в магазинах с азиатскими продуктами. Поищите и найдете. Молоть самостоятельно, это, конечно, счастье, это, конечно, удовольствие кулинарное. Но, тем не менее, если хотите побыстрее, то такой способ есть. Но вот попробуйте добавить к усяньмани и соли еще пару ложек сахара. По 1 ложке сахара на каждую утку. Поверьте, утки из-за этого сладкими не станут. Они и без того достаточно сладкие. Но то, что специи сработают лучше, это я вам гарантирую. У меня здесь осталась еще 1 ложка сахара для абсолютно секретного приема. Узнает только тот, кто досмотрит этот ролик до конца. Но это еще не все. Для того, чтобы соль, специи, сахар, все это прилипло к уткам, необходимо добавить немного масла. Ну, буквально 2 столовые ложки, для того, чтобы специи превратились в эдакую кашицу. Кроме того, от растительного масла шкура утки лучше золотится и лучше блестит. Но где перчатка? Я надеваю перчатку вовсе не для того, чтобы уток не испачкать. Руки у меня идеально чистые, потому что я готовлю еду. Перед этим руки мыть полагается. Я надел перчатку для того, чтобы специи не набились мне под ногти, для того, чтобы руки не пропахли специями. Потому что специи чрезвычайно ароматные. И сначала ими натираем внутренность утки. Ну, примерно я взял так, как чайная ложка, может быть, специи, этого достаточно. Снаружи поверхность уток значительно больше, крупнее. Надо будет подумать, что делать с крыльями. Потому что если станете запекать уток, например, в тандыре. А я вам что, подождите, я вам не сказал, что в тандыре надо огонь развести, что его надо нагреть до 180-200 градусов. Не сказал? Вот, забыл. Видите? А тем не менее, это обязательно надо сделать. Ведь у вас есть тандыр. Если это покупной тандыр, ну, такой не слишком тяжелый, что 2 его могут взять, да и понести, то имейте в виду, что этот тандыр тепла практически не накапливает. Но его нужно использовать примерно так же, как гриль. То есть где-то готовятся продукты, а где-то рядом должен гореть уголь для поддержания температуры внутри тандыра. Наверное, кое-кто уже обратил внимание, что я не обрезаю железу. Я делаю это не потому, что мне нравится запах селезня, а дело в том, что можно обрезать эту самую железу и потом, уже при разделке уток. Возможно, что кто-нибудь воспримет мой рецепт как способ утилизировать тех уток, которые ходят у вас во дворе, и никто не знает, что с ними делать. Если утка старая, если ей, там, не знаю, 9 месяцев, год, ну, не знаю, сварите из нее щи какие-нибудь, что ли.
Но вот для такого способа приготовления в тандыре нужны молоденькие, очень нежные утята. Либо нужны крепкие зубы и хорошо натренированные челюсти. Вот так вот увязали, чтобы крылышки не раскрылись, чтобы ножки не раскрылись, чтобы пеклось все вместе, единой тушкой. И теперь как раз вот через то самое место шампур. Причем шампур, обратите внимание, это шампур вот с таким кольцом сверху. Конец шампура должен выйти через спинку, и на острие шампура насаживаем картошечку. Понимаете для чего, да? Видите, вот утка сползает. А что поделать? А вот так вот, ну, будет здесь пара картофелин, которые превратятся в изумительное лакомство. И все получится хорошо. Почти что все готово. Осталось только подумать о гарнире. На гарнир у нас будет картошка. Да, вот 4 картошечки здесь, но еще целый тазик отличной молодой картошки будет готовиться вот здесь. Понимаете, в чем дело? Когда нефть на земле кончится, можно будет ездить и летать на утках. Только не подумайте, что уток будем запрягать, как барон Мюнхгаузен, вперед. Нет. Утиный жир горит лучше, чем керосин. Это исключительно калорийная штука, и именно поэтому она такая вкусная. Так вот, утиный жир пусть стекает, капает вот сюда, в эту картошечку. Знаете, какой вкусной она получится? О, невероятно! Ну а теперь пойдем к тандыру. Утки будут не только печься, они будут еще и коптиться. Для этого я взял вот эти стружки. Ну, обычные стружки от плодовых деревьев. Помните, я говорил вам про секрет с сахаром? Любой дым, когда в его составе имеется сахар, лучше всего клеится на любой продукт. Хоть на утку, хоть на мясо, хоть на что угодно. Немного сахара в щепки перемешать. И вот эти щепки будут давать очень липкий дым. Обычно ведь как с дымом получается? Прошел сквозь продукты, вышел через дымоход и ушел. Нет, нам это не подходит. Айда к тандыру. Тандыр мой устроен особым образом. Сейчас дрова горели вот здесь, на вот этом уровне, на этом уровне колосника. Здесь поддувало зольный ящик. И я переношу весь уголь, все угольки сюда. Здесь пускай отсюда продолжают подогревать. Но утки напрямую углей видеть не будут. Потому что если они будут видеть, то есть мясо, либо любой другой продукт, видит уголь, он румянится очень быстро, точно так же, как на мангале. А нам надо запечь. Запечь при невысокой относительной температуре. Вот сейчас у меня тандыр, здесь посмотрите, 180-200 градусов разогрет. Мы опустим сюда 4 килограмма холодных уток. Он сам по себе будет остывать потихонечку. И к концу приготовления будет 140, может быть 130 градусов. Когда наступит этот конец приготовления, я пока что не знаю. Но мне об этом скажет термометр, который я воткну в одну из уток. Итак, уголь здесь, утки вот здесь, между ними чугунная решетка. Щепки. Щепки с сахаром. Я их поставлю прямо сюда, на уголь, в этой фольгированной формочке. И они постепенно, очень так интеллигентно будут давать сладкий-сладкий, очень вкусный дым. Почти что перекрываем поддувало, вот столько достаточно будет. Закрываем дверку и открываем крышку тандыра. Мой тандыр имеет очень массивную термоизолированную крышку. Аккуратненько, осторожненько, не уронить бы такую тяжесть. Бурное пламя горело в этом тандыре часа 2 назад. С тех пор он стоит на углях, и тепло от внутренних стенок тандыра распределилось во внешней стенке тандыра. То есть тандыр прогрет на все 12-15 сантиметров толщины своих стенок. В самый низ я ставлю картошечку. Мы договорились с вами, чтобы жир от уток капал на картошку. Ну, часть жира все равно прольется куда-то мимо, но этот жир не пропадет даром. Жир, капая на раскаленную поверхность, на решетку колосника, на кирпич, в конце концов, будет
издавать вот этот густой белый дым, который должен сделать вкус и запах уток восхитительным. Еще я вам обещал научить вас пользоваться термометром. Термометр на тросике, его щуп я вставляю в грудку одной из уток на всю глубину. И когда температура уток достигнет 64-68 градусов, у нас здесь не французская кухня, у нас кухня простая, рабоче-крестьянская, будет самое оно. Очень даже готово. Кто сказал, что вода не имеет вкуса, цвета и запаха? Минеральная вода Тассай даже звучит, как серебряный колокольчик. В каждом стакане воды Тассай отражается синее небо над горными вершинами Тяньшаня, а каждый глоток приносит свежесть и благоухание горных ручьев. Идеально сбалансированная премиум вода Тассай Эмеральд с 2001 года. Картошка на месте, утка на месте. Для того, чтобы из тандыра не уходил жар, для того, чтобы из тандыра не выходил вот этот волшебный аромат, я подкладываю под крышку мокрую марлю. Вот так вот кольцом укладываю. И это очень хорошая прокладка. И самое главное, вот этот волшебный аромат, который сейчас начнет появляться в тандыре, от утиного жира, от фруктовых щепок, дымок, он весь останется здесь, на месте. Исходная температура тандыра 180 градусов. Когда будет готово, я скажу вам, сколько времени простояли утки в моем тандыре при начальной температуре 180 градусов. Но это вовсе не означает, что и ваш тандыр приготовит за такое же время. Может быть, это случится скорее, может это случится позже. Это зависит от веса тандыра, это зависит от объема тандыра, это зависит от мощности теплового излучения углей, которые находятся в тандыре. Как же быть? Как же быть нам, простым людям? Набираться опыту. Начинайте готовить. Не бойтесь ничего. Что бы у вас ни получилось, это все равно будет съедобно. Окажется, утка сыроватая, ничего страшного. Порезали на куски и поджарили на сковородке. Дожарили. Если пересушили, вот это хуже. Здесь уже ничем не исправить, разве что взять, да из этих уток печеных сварить суп. О, слушайте, богатая идея. Будет очень хорошо, будет очень вкусно. Но, скорее всего, вот как начинающим карточным игрокам везет, вам повезет точно так же. И у вас утки получатся еще вкуснее, чем у меня. Начните готовить. Все будет хорошо, потому что с вами я, Сталик Ханкишиев. Мы начинали запекать уток, когда температура в тандыре была 180 градусов. Сейчас осталось только 130 градусов. При этом поверхность уток нагрелась, может быть, даже до 100 градусов, до 110 градусов. Дальше в дело вступают законы физики, законы природы. Чем меньше разница температур между горячим телом и холодным телом, тем медленнее передается тепло от горячего тела, то есть от стенок тандыра, холодному телу, то есть уток. Вы посмотрите, какая у меня выдержка. Я ведь даже не заглянул в тандыр. Посмотрите, что там происходит. Посмотрите без меня, пожалуйста. Ну что, видали, какая красота? Эх, пора доставать, пора доставать. Ну теперь о параметрах. Во-первых, все вот это безобразие продолжалось ровно 1,5 часа. В начале температура была, как я уже говорил, 180 градусов. В конце стало 130 градусов. Для чего я это вам говорю? Очень многие, я уверен, напишут: а как нам в духовке? Вот так.
180 градусов в начале, 130 в конце. Постепенно температура должна падать. Подошел и повернул на 10 градусов меньше. Еще раз подошел. А сколько времени все это продолжалось? 1 час 50 минут. Значит, где-то между час 45 до 2 часов, я надеюсь, что вы все-таки когда-нибудь купите термометр. Термометр должен показать примерно 70 градусов. 72 это максимум. И тогда утки получаются... Ох ты! Какая вкусная картошка упала! Ох ты! В этот момент утки получаются вот такими. Картошку я подберу. Она недаром в мундире. Ее почистить можно и съесть. А здесь же у меня еще целая емкость с картошкой и с утиным жиром. Ох, это что-то невероятное. Посмотрите, какая картошка. Посмотрите, какая картошка. А мне некогда с вами разговаривать. Мне надо уток снимать и разделывать на куски, на кусочки. Кусочки поменьше, чтобы всем хватило. Потому что уток мало, съемочная группа большая, и аппетит у всех ровно такой, как надо. Такого аппетита добрые люди своим детям должны желать. Такой аппетит бывает у людей, которые славно поработали. Ну скажите, что здесь объяснять и что здесь показывать? Всем все и так понятно. Была бы уточка, разделает и дурочка, да? Тем более, что это никакая не утка по-пекински. Умникам здесь поговорить не о чем. Никакого раздолья умникам. Слушайте, а вкусно пахнет. Вкусно пахнет. Я не понимаю, почему это принято выкидывать. Не понимаю. А пахнет она, знаете как? Она очень вкусно пахнет, уточка. Эх ты. Ножка, бедрышко. Разделывать что утку, что любую другую птицу ножницами гораздо удобнее, чем ножом. Нож у меня есть, вы знаете, да? И вилка у меня есть. Но удобнее всего именно ножницами. Внутри утки невероятное количество сока. Попытаюсь снять грудку. Вообще правильнее всего утку подержать на блюде под крышкой, чтобы она постояла и чтобы соки внутри нее успокоились. Но мы так долго ждать не можем. Нам хочется поскорее. Идите сюда. Посмотрите, какая роскошная грудка внутри получилась. Идите, посмотрите, как я нарезаю ее. Сказка. Утка – сказочная птица. Особенно утка правильно приготовленная. Ведь дело в том, что подержи ее еще чуть-чуть, да, ну чтобы совсем сока не было. И получится сухое, невнятное, ну в общем вы знаете, да? Потому что утку хоть раз в жизни пробовали готовить все. А я уток и гусей не просто готовлю, а я люблю их готовить. Я готовил шашлык из утиной грудки с ананасом, и это было просто восхитительно хорошо. Я вот люблю запекать уток, люблю запекать гусей, и у меня получается все очень хорошо. Я неоднократно показывал вам рецепты запекания крупной птицы на моих каналах. Пожалуйста, найдите и посмотрите. Ну, правда, сейчас не Новый год, когда крупная птица бывает особенно хороша. Сейчас лето и самый сезон для мангально-тандырных развлечений. Картошечку разложите вокруг. Да промеж удочек. Картошка знатная. Картошка, ой, разваливается прямо в руках. А вот это, посмотрите, какая картошка получилась. О, все же, до чего же я вкусно готовлю. Вот ей же Богу, вкусно и все тут. И я думаю, что вы, мои дорогие подписчики, готовите не хуже меня. Если вы посмотрели на моем канале хотя бы 100 роликов, если вы приготовили по моим рецептам хотя бы 10-15 блюд, то вы уже наверняка готовите не хуже, чем повара в любом ресторане. Во всяком случае, хотя бы раз в неделю
у вас есть повод сказать вашим родным, близким, друзьям, гостям: приятного аппетита, дорогие мои! Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти две занимали первые места на международных конкурсах, но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут и говорят: дорого стоит, 8 000 или 10. То есть люди оценивают их в 3 раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», шикарная книга, между прочим, получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, «Мангал», книга «Казан», и вы получаете книгу «Таджин Кускус» о марокканской кухне совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит 3000 рублей. Но это еще не все. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» и книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе, получает книгу про марокканскую кухню опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе, вы их чаще всего лайкали, вы чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ, что может быть лучше? Лучше может быть только книга о баранине. Книга «Казан-баран». И моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан-мангал». Вот она насколько больше. Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, «Казан» и «Плов», разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таджин Кускус» совершенно бесплатно. А если кто-то захочет купить 3 книги о чеченской кухне, а так часто бывает, люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня: эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса. И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, хотите ли вы купить что-то для себя, хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям,
всегда есть выбор. Одну книгу берете себе, одну книгу другу, третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии. Не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше мои книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании.